Всем привет! В последний раз на этом канале мы обсуждали такую игру, как UFL, еще в середине января, и с того момента прошло достаточно времени, за которое, по сути, разработчики ничем не делились. И этого стало более чем достаточно, чтобы некоторые из игроков уже успели поднять панику по поводу проекта. И стоит признать, что в тот самый момент, когда я собирался выпустить отдельный ролик, посвященный этому самому молчанию со стороны Strikers, они выкатили новую версию геймплея UFL, скажем так, альфа-версию за январь. А поэтому нам снова есть о чем поговорить. Сегодня рассмотрим геймплей, я поделюсь своими мыслями, отметим плюсы и минусы, ну а ваше же мнение я буду ждать в комментариях под этим роликом. Устраивайтесь поудобнее, не забывайте поддерживать это видео своей активностью, ну а мы начинаем. Итак, прежде чем приступить к полноценному разбору новоиспеченного геймплея UFL, стоит сравнить эти новые кадры с теми кадрами, которые нам показывали ранее, и тогда прогресс в работе над игрой более чем очевиден, потому что игра уже не такая резкая и не такая, деревянная что ли. И заметно, что за все это время работа над ошибками была проведена, игра была немножко отточена, но все еще не до идеального состояния, о чем мы поговорим чуть позже. Но если позабыть о том, что было раньше, и просто сосредоточиться на том, что нам показали, то эти геймплейные кадры вызывают некоторые вопросы. Потому что за все это время физика игры по сути глобально не изменилась. Игра не стала чуть легче, игра не стала чуть тяжелее, по крайней мере с виду. Под тяжелее и легче я имею в виду движения футболистов, как им дается резкая смена позы, резкие движения, рывки, взаимодействие с мячом, движение самого мяча, и так далее. Если анимация футболистов выглядит еще неплохо, просто несколько резко в некоторых моментах, то прочувствовать движение мяча практически не получается. Такое ощущение, что на скорость его движения, или на направление его движения практически ничего не влияет, кроме как рандома. В лучшем случае можно отметить, что мяч летит туда, куда задумывает игрок, а уж как он летит ли он с какими-нибудь особенностями, об этом говорить не приходится. Я не знаю, если вам в свое время доводилось играть каким-то замороженным мячом, просто какой-нибудь льдышкой вместо круглого мяча, то это что-то похожее, когда просто льдышка кое-как катится вроде в том же направлении, куда вы ее и направляли, собственно, но очень лениво и топорно. Это что-то в этом роде. Как я упоминал чуть ранее, анимация футболистов выглядит на самом деле еще не так плохо. Просто вся проблема заключается в том, что непосредственно во время игрового процесса все движения, они какие-то резкие. То есть футболист бежит и как-то резко включается анимация того, как он делает передачу, или как он исполняет тот или иной финт. Лучше всего анимация выглядит во время углового. Это вот тот самый момент, когда игра немножко так приуспокаивается, и проигрывающая анимация подачи в штрафную, она выглядит именно что и плавно, и в целом выглядит добротно. Это один из немногих моментов за все время демонстрации геймплея, как по мне. Интересно на самом деле выглядят вот эти переходы между небольшими катсценками, когда футболисты забивают гол, промахиваются, или же опять происходит стандарт во время матча. В принципе, эти небольшие катсцены выглядят очень даже неплохо, они хорошо санимированы, в чем мы убеждались еще несколько месяцев назад, и в принципе как-то отрицательно на восприятие матча по сути не влияют, а скорее даже положительно. Что еще хотелось бы отметить в негативном ключе, так это отсутствие как таковой борьбы между футболистами. За время геймплея мы нередко наблюдаем, как игроки пускаются в подкат, но по сути мы не наблюдаем таких моментов, когда футболистам приходится работать корпусом, оттеснять им друг друга, толкаться. Вот таких моментов на самом деле не хватает, и из-за этого создается впечатление, что игра как этакий пинг-понг, где мяч летает от одного игрока к другому. Ну и конечно же на фоне рваных анимаций все это не создает приятное впечатление касаемо увиденного, а скорее в лишний раз негодование и отвращение, потому что в лишний раз отсутствует та самая плавность, которая позволяла возгладить все эти анимации и движения футболистов, придав им некой реалистичности и не такой резкости, которую мы наблюдаем непосредственно в геймплее. Да и в принципе стоит обратиться к концу ролика, где сами разработчики собрали несколько неоднозначных моментов по ходу геймплея, где искусственный интеллект также тупит, например, судья стоит на месте или при отборе мяча футболисты вроде бы пытаются зацепиться за мяч, но он проходит мимо них, и тем самым они упускают мяч после перехвата у соперника, то есть таких моментов еще предостаточно. Ну и стоит отметить, что это альфа-версия геймплея, то есть она вроде как показательная, но в то же время крайне и крайне сырая.
Это другой вопрос, почему геймплей все еще находится на стадии альфа, когда они планировали релиз еще в конце 2022 года, а у нас уже вовсю 23 год. Ну, разработка затянулась, с этим не поспоришь. И то, что геймплей сейчас далек от завершения и в целом находится в состоянии не более чем альфа, это нынешние реалии проекта от Strikers. Хочется верить, что к бета-версии, к демо-версии и уж тем более к релизной версии ситуация изменится и изменится в лучшую сторону. В принципе, опять же, если сравнивать с тем, что было год назад, прогресс очевиден. Ну и на том, что мы имеем сейчас, останавливаться не стоит, потому что, как мы увидели, это играбельно. Просто нужно отполировать, чтобы это выглядело более-менее приемлемо. Не так деревянно, не так топорно, ну и, соответственно, убрать эти пресловутые баги, которые разработчики, опять же, сами показали. В общем-то, подводя итог, в принципе, так и можно сказать, что геймплей неоднозначный, очень много отрицательных моментов, в принципе, вызывает негодование некоторые моменты во время игрового процесса, но в то же время стоит отметить, что у этого есть будущее, у этого есть точка для роста. И именно сейчас самое главное сделать этот геймплей как можно более плавным, отточить все анимации, чтобы они не выглядели так резко, чтобы физика меча не чувствовалась такой топорной, и в принципе с этим можно работать. Получится ли у Strikers? Вопрос другой. В любом случае, желаю им удачи. Ну а ваше же мнение, дорогие друзья, буду ждать в комментариях под этим роликом. Ну и помимо комментариев, не забывайте поддерживать это видео своими лайками, подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. У меня же на сегодня все, я всех благодарю за просмотр этого ролика, любите и играйте в футбольные симуляторы, которые вам нравятся, всем удачи и до скорых встреч!